Всем привет! Друзья мои, мира вам и крепкого здоровья! Сегодня творожные коржики, классический рецепт. Посмотрите, какие аппетитные, с характерным рисунком, очень пышные, пахнут сливочным маслом и творогом, вкусные коржики. Поехали готовить! Чтобы не занимать долго вашего времени, я сразу буду готовить и по ходу рассказывать, каких продуктов и сколько буду добавлять. В миску добавляю 1 яйцо, а второе яйцо оставим для смазывания готового изделия. К яйцу добавляю 3 грамм соли, 75 грамм сливочного масла, хорошо размягченного. Все это надо размешать. Сразу добавляю ванильный сахар. Лучше всего использовать сахарную пудру. В таком тесте сахар кристаллический плохо растворяется. Вот здесь у меня 2 пачки, 160 грамм. И сразу сюда добавляю 220 грамм творога. У меня зерненый творог, 9%, я его протерла через сито. А можно пробить блендером, а можно сразу купить творог в пачках. Все необходимо размешать до однородности. Если будете использовать сахарный песок, размешивайте чуть дольше, чтобы сахар растворился. Вот здесь у меня 330 грамм муки высшего сорта. Обязательно ее просейте. Добавляю сюда 6 грамм разрыхлителя для теста. Муку добавляю к основной массе и замешиваю тесто. Можно порциями в 2 приема. Примерно столовую ложку муки оставьте. Мы с ее помощью соберем тесто на столе в один комок. Замешиваю вилочкой до тех пор, пока вся мука войдет в тесто. Все. Собираю в один комочек, остаток муки высыпаю на стол и выношу тесто. Тесто уже не липнет к рукам. Чтобы мука не оставалась, я ее практически всю замешиваю в тесто. Остальную распределяю по поверхности. И с ее помощью я буду раскатывать творожные коржики. Раскатываю скалкой в пласт толщиной 1 сантиметр, не тоньше. Если раскатаете тоньше, то коржики будут сухие. Периодически остатками муки подсыпайте, чтобы скалочка не прилипала. Сразу раскатываю в прямоугольный пласт и подравниваю края. Делю примерно на одинаковые 3 части и буду резать на треугольнички. Переношу коржик сразу на противень, выпекать буду на силиконовом коврике. Выдерживайте между ними небольшое расстояние при выпекании, они могут увеличиваться. Вот здесь у меня 1 яйцо, и белок, и желток, все вместе перемешиваю. И красиво, аккуратно необходимо смазать наши творожные коржики. Как правило, такие коржики имеют свой рисунок. Вот так вилочками легонько придавливая, сделайте оттиск. Друзья мои, это классический рецепт коржей творожных. Можно добавить больше сахара, но по мне 160 грамм сахара вполне приемлемо. Друзья мои, я нанесла покрытие, сделала рисунок и оставила их на 1,5 минуты, для того, чтобы желток немножечко подсох. Тогда он не так трескается при выпекании. Друзья мои, коржики выпекаю в духовке, разогретой до 180 градусов, вверх-вниз подогрев в течение 20 минут. Если только низ подогрев, то время увеличится вдвое. Время вышло. Посмотрите, какие аппетитные, очень красивые румяные коржики получаются. Рисунок на них сохраняется. И вот такие они на разломе. Мягкие, воздушные и очень вкусные. Обязательно готовьте. И, друзья, не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. Пока-пока!